Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале, и сейчас я вам хочу рассказать о Geely Tugela Restyling 2023 модельного года в комплектации Flagship Sport. Автомобиль в интересном новом цвете, выглядит он потрясающе. Зазоры в автомобиле мы поговорим чуть позже. Стекла с обогревом, теперь у нас появился нити обогрева лобового стекла, заканчиваются они вот здесь. В целом стекла Фуяо китайские, и 22 год остекление на стеклах во всем автомобиле. Зазор с задней крышки багажника стал меньше по сравнению с другими моделями Geely, но в этих частях все-таки зазор побольше, и все-таки снег будет более скапливаться и образовываться наледь. Если провести параллель между Geely Tugela и Haval F7X, то из отличий будет крыша, так как в автомобиле Haval F7X она будет оцинкована, в обычной F7 версии она не оцинкована, так же как и в Geely Tugela. Тут, конечно, китайцы решили сэкономить. При очистке Geely Tugela имеет место быть перевести режим сервисное положение после того, когда вы полностью очистили лобовое стекло, и только в этом режиме зачистить эту зону от снега, чтобы у вас работала более правильно климатическая установка. Но если этого не сделать, поводки дворника у вас не получится вытащить, и вы повредите лакокрасочное покрытие капота. Но и самое главное, сервисный режим дворников не забывайте выключать на длительную стоянку, для того, чтобы шлицы поводков стеклоочистителя у вас не сорвало. Geely Tugela 2023 модельного года в комплектации Flagship Sport, и хочу рассказать вам о конструктиве, качестве сборки и основных моментах, с которыми столкнулись владельцы. Двигатель у нас выглядит таким образом: четырехцилиндровый адаптированный двигатель в Китае, Made in China, за основу взят двигатель от Volvo. Вот так выглядит декоративная крышка двигателя. Она из мягкого материала, и надо иметь в виду то, что при горячих температурах она имеет свойство плавиться, особенно в местах ее фиксации. Вот здесь отчетливо видно, хотя автомобиль появился у нас зимой, но вот здесь начались уже небольшие окалины воздействия от нагрева. Аккумулятор китайский, вот фирменный аккумулятор Geely на 70 ампер-часов, 650 пусковой ток. Ну и надо тоже иметь в виду, фирма Leoch, вы сейчас можете увидеть. Самый главный момент при эксплуатации данного автомобиля — датчик ABS. Он располагается вот тут, на минусовой клемме. Он контролирует заряд аккумулятора. Если у вас автомобиль используется вместе с сигнализацией сторонней, сигнализация, возможно, вам будет часто писать в зимнее время низкий заряд аккумулятора. Вы можете на зимнее время просто его отключить, либо заменить по гарантии, чтобы не было никаких проблем. Это частая проблема у Geely, и просто которые надо знать. В летнее время, в принципе, проблем с ней нету, с данным датчиком. Если у вас стоит штатный иммобилайзер, никакого дополнительного автозапуска нету, то, в принципе, у вас никаких уведомлений об этом не будет. Также хочу отметить внутреннюю часть капота. Как мы все знаем прекрасно, автомобиль внешней части оцинкованный. Крылья вот у нас оцинкованы, а внутренняя же часть оцинковку не имеет. Соответственно, мы делаем дополнительный антикор. Вот здесь мы можем увидеть то, что уже вот этот уплотнитель капота натирает внутреннюю часть капота. Капот, внутренняя часть, также не имеет оцинковки. И, на удивление, дополнительного антикора скрытых полостей в данном капоте я не увидел. Замок тоже не имеет внутри, в скрытых полостях, дополнительной защиты от коррозии. Поэтому желательно сделать это на стадии покупки. В целом, подкапотное пространство сделано очень хорошо, грамотно, и сейчас в машине 6500 пробега. Особо внутренняя часть капота не грязная. В целом, в принципе, очень даже все сделали они удачно. Давайте посмотрим внутренние стаканы на оцинковку. Они не оцинкованы. Суть. Производитель Geely
чаще всего скрывает данные про оцинковку, но она всегда у них частичная. Пока еще я не видел ни одного автомобиля Geely с полной оцинковкой внутренней и с двухсторонней оцинковкой. Но, например, у конкурента Chery практически все оцинковано с двухсторонним методом, кроме крыши. Соответственно, также можем увидеть внутренние части крыла, они у нас оцинкованы. Вот это основная часть без оцинковки, и слава богу, петли в автомобиле также имеют оцинковку. Это, конечно же, большой плюс. В пластиковом жабо у нас скрываются две форсунки омывателя, работают превосходно, и в целом никаких нареканий нету, кроме, конечно же, стоковых дворников. Они очень плохо работают и чистят зимой в снегопад и замерзают. Поэтому большая рекомендация обязательно заменить на хорошие дворники. И вот эту часть желательно наклеить бронезащитную маленькую пленочку для того, чтобы сохранился вид и не стерлась краска со временем. Также хочу отметить, что Geely доработали напор форсунок омывателя. И теперь он даже попадает на заднее стекло. Ну, молодцы, что доработали по сравнению с первым поколением. Также в моменте эксплуатации данным автомобилем я выявил такую же проблему, как и в моем автомобиле. Не особую хорошую герметизацию вот этих пластиковых элементов. Желательно все-таки сделать в автомобиле дополнительную шумоизоляцию. Зоны риска внутри данной пластиковой заглушки облить немного антикором. Здесь же дополнительно сделать шумоизоляцию, чтобы отсюда, с этого угла, с этой щели у вас не задувало. Потому что вот я ехал, и небольшой поток холодного воздуха я ощущал здесь. И климатическую систему для этого теста я полностью отключал. В целом, климатическая система работает в автомобиле не идеально. Когда вы стартуете, когда вы начинаете прогревать автомобиль, идет горячий воздух при температуре 20 градусов. В дальнейшем же в салоне становится холодно и приходится прибавлять температуру вплоть до 26 градусов. Потом вы делаете остановку, допустим, на заправке, и опять начинается горячий воздух. Точно так же, как в Geely Coolray, но в Geely Coolray климат работает еще хуже, чем все-таки тут. Ну и, собственно, друзья, климатическая система работает вот так необычно. Задние стекла всегда запотевают. С пассажирами вы едете или без. Но задние стекла всегда запотевают. По пластикам, в принципе, все нормально. Из интерьера было выявлено в мороз скрип бардачка, но только в мороз. Также был выявлен скрип вот этого подлокотника, но только в морозе при минус 6 я смог выявить. Сейчас автомобиль стоит в теплом боксе, и никаких таких проблем нет. Эксплуатация Geely Tugela в мороз, минус 15 за бортом. Обогрев лобового стекла справился безупречно, все замечательно. Дворники на самом деле скрипучие, но в принципе всегда можно их заменить и эти оставить на летнее время эксплуатации. Бардачок скрипит только в зимнее время. Ну и интересный баг камеры, который я обнаружил. Включаем заднюю передачу. И, в принципе, сейчас вроде как все нормально, но когда вы только заводите автомобиль, камеры обновляют картинку с очень маленькой скоростью, и появляется задержка в картинке. Как будто плавают FPS. Но когда машина уже более прогрелась, то все работает нормально, как это выглядит сейчас. Нету. По пластику также могу отметить, что в принципе ничего не скрипит. Но если нажимать более сильно, в принципе, можете, в принципе, сами посчитать, как вы думаете. В Chery же ситуация намного все-таки хуже сделана. И вот здесь вот мы можем увидеть, как китайцы делают стык. И я так понимаю, на этой приборной панели, декоративной по панели,
немного сходит хромированная вот эта вот пленка, потому что это декоративный элемент пластиковый. Тут у нас используется дюралюминий, он холодный, и этот пластик на стыке все-таки может натирать нижнюю часть. Либо это китайцы сделали не так идеально, как можно было бы сделать. Но все-таки, если бы этот автомобиль стоил 2 миллиона, можно простить. За сумму в 4,3 миллиона, я считаю, все-таки огрехами производства. Также очень приятно, что Geely не поскупились и поставили стеклянную часть головного устройства, когда тот же Chery использует пластик в головном устройстве. Так выглядят стандартные коврики Geely Tugela. Я не рекомендую их к покупке. Лучше купите комплекты от Евромата или Ева коврики, какие-нибудь другие, потому что через вот эти крепежные отверстия поступает вода на сам ковролин. Ковролин сам по себе из хорошего материала, влагостойкий, но со временем он будет спучиваться, если вы вовремя не будете удалять влагу. Влага поступает с помощью через вот эти крепежные отверстия, и даже здесь в педальном узлу образовалась влага. Капот открывается с помощью двойного нажатия. Ну а так пачкается сам подлокотник, если у вас не особо чистые руки. Но если бы была кожа, она бы так сильно не пачкалась. Но тут уже вкусовщина, и в принципе даже если он будет портиться, и всегда его можно перетянуть в кожу. По поводу кожи на Тугеле все очень добротно. За 6000 километров пробега никаких дополнительных заминаний кожи я не выявил. Здесь у нас расположен, как говорится, алькантара, но больше похоже на велюр. И вот он немножко деформируется. Но если бы здесь была кожа, деформации были бы намного сильнее в этих вставках. Само кресло даже очень оказалось удобным, и великолепные подголовники с регулировкой вперед, назад, вверх-вниз, в отличие от многих конкурентов. Педальный отсек меня немного разочаровал тем, что в Geely Coolray используются алюминиевые накладки, здесь их, к сожалению, нету. Также хочу отметить, многие говорили, что в педальном узлу очень сильно дискомфортно водителям с большой ногой. У меня размер 45, педаль газа я нажимаю без проблем. Экстренно педаль тормоза, если вы будете нажимать, возможно, вы заденете вот этот пластик сверху. Да, сюда, в принципе, нога выше 45 размера может немного задеть. Ну, все зависит от вашей обуви. В Coolray такого, в принципе, нету, но я нажимаю не всей плоскостью на педаль тормоза, и, в принципе, у меня дискомфорта нету, но в любом случае человек, который покупает данный автомобиль, ко всему сможет привыкнуть. Давайте обратим внимание на, про коврики я сказал, обязательно подберите такие, чтобы они не скапливали влагу. Сейчас видно, даже коврик сыграл как трафарет из-за влаги, и вот она, собственно, влага на моих руках. Давайте посмотрим, что у нас под сиденьем. Под сиденьем все прекрасно. Небольшие налеты ржавчины только по бокам, но в целом каркас сам прокрашенный. Вот в этой части небольшие налеты, но в принципе все нормально. Можно за этим следить, если вдруг что, дилер, я думаю, покрасит по гарантии, но эти места лучше все равно проверять всем владельцам, кто купит данный автомобиль. Также хочу отметить окрашенный в черный цвет рулевой вал. В Geely обычно используют неокрашенные валы, и они покрывались небольшим налетом ржавчины. Здесь сейчас такой ситуации мы не видим. Под пассажирским сиденьем ржавчины вообще нету и никакого налета. Все выглядит превосходно и замечательно. Каркас полностью окрашенный. Тут расположен ВИН на Geely Tugela. И, конечно же, эти автомобили нам поставляются напрямую из Китая, китайским окрасом и сборкой. Петли в автомобиле оцинкованы. Также, друзья, хочу обратить внимание на вот этот уплотнитель,
который располагается между крылом и дверью. И если его нажимать, то он будет очень... Если его нажимать, и вы помыли машину, либо машина уже после дождя, он будет всю влагу скапливать в себя. Давайте мы замерим оцинковку этой части. К сожалению, оцинковка отсутствует во внутренней части крыла, где как раз располагается эта губка и сохраняет всю влагу. Ограничители в Geely Tugela и открытие двери. Это максимальное открытие задней пассажирской двери. Все-таки оно не особо широкое, и крупногабаритным людям будет уже достаточно сложно попасть в салон автомобиля, но зато будет высоко для крыши. И вот так выглядит внутренняя часть под сиденьем задним у Geely Tugela. Крыша в автомобиле не имеет оцинковку, имеет окрас 120-100 микрон в среднем. И, конечно же, оцинковка, к сожалению, отсутствует. По поводу трусов Coolray здесь такой ситуации нету. Очень напоминает люк по качеству сборки европейские модели Volvo. В Китае, к сожалению, они так не делают и делают все-таки немного хуже, оставляя обшивку не прикрытую пластиком. Также хочу отметить алюминиевые салазки. Это продлит срок службы люка, так как в Geely Coolray они пластиковые, и чаще всего они выходят из строя, и сами направляющие люка не могут двигаться, так как они тоже пластиковые. Здесь же все сделано весьма хорошо, и также мы можем увидеть хорошее обилие дополнительной смазки самого люка, что в внутренней части, что и внутри люка, где у нас расположена шторка дополнительная. В целом, по качеству сборки люка, мне кажется, все довольно-таки хорошо. И не забывайте, друзья, чистить сливные отверстия. Вот они у нас расположены вот в этой части, по бокам. И почаще, раз в сезон, до и после, чистить саму сеточку и сам весь каркас люка, чтобы не скапливалась грязь. Двери в автомобиле штампованные, не имеют сварных швов. И самый плюс, то что также они полностью оцинкованные с внутренней стороны. Для Geely это также имеется большим плюсом. Далее, друзья, перейдем мы к порогам. Мы видим дополнительный контур-уплотнитель снизу, но, допустим, в Тигуане будет он и тут расположен, здесь же он отсутствует. Пороги у нас хоть и оцинкованы, но из-за вот этого абразива, который будет скапливаться с дороги на самих уплотнителях, они будут вам очень хорошо натирать внутреннюю часть порога. И со временем могут даже слой цинка этот стереть. Поэтому желательно сами пороги оклеить дополнительно бронепленкой. И для того, чтобы подтвердить свои слова, я снял молдинг на Geely Tugela. Молдинг выглядит в рестайлинговой версии не окрашенный, глянцевой краской. В доресте используются обычные не окрашенный пластик, который более надежный. И, как мы все знаем, на Geely Atlas'ах, Coolray'ах он натирает сам металл. Здесь такая же ситуация также присутствует. Вот сейчас вы можете увидеть небольшую на кузове полосу, которая натерла об этот пластиковую накладку всего лишь за 6 километров пробега. Вот такая вот царапинка. Что будет дальше? Большой вопрос. Машина не мылась уже в районе 500 километров. Сильно она не пачкается, но, соответственно, зоны риска есть. Хочу отметить, есть дополнительный фонарь, чтобы вас было видно. И мы также можем увидеть дополнительный контур уплотнения на задней части двери. Задняя часть у нас также оцинкована во всех местах. Абсолютно оцинкована, так же как и порог. Но все-таки вот эта грязь, она будет вам очень сильно натирать сами элементы кузова. Если вы будете эксплуатировать автомобиль 3-4 года и продавать, в принципе, можно и не оклеивать. С ним за это время практически ничего не случится. Но если вы хотите эксплуатировать автомобиль чуть-чуть больше, желательно все-таки об этом также позаботиться и дополнительно
оклеить бронепленкой эти зоны риска. Вы можете увидеть сливные отверстия в дверях у Geely Tugela. Тут дополнительный пластиковый каркас и мягкий уплотнитель. Ну и, соответственно, сами пороги вы можете увидеть здесь. И как натирает сам уплотнитель всю эту грязь в задней части арки. Бампер пластиковый, но основание это идет оцинкованная сталь 90 микрон. 121 в верхней части, 114 в нижней. Слой хороший, но все равно лучше его обезопасить. При снятии заднего молдинга не забудьте открутить дополнительный крепежный болт, который располагается вот в этом месте, чтобы снять молдинг аккуратно. С правой части я не смотрел и не стал разбирать нижний молдинг, но решил обратить внимание на вот опять этот декоративный элемент, на котором началась уже трескаться краска. Вот вы можете увидеть как раз раз, два, три. Возможно, от вибрации кузова начались вот такие небольшие сколы самого пластика. Поэтому, друзья, все-таки я думаю, неокрашенный пластик все-таки получше. Бак в автомобиле 54 литра, заправлять минимум 95-м бензином. Выглядит он таким образом. Обязательно не забывайте смазывать этот замок силиконовой смазкой, либо ВД-40 в зимний период времени, для того, чтобы лючок бензобака у вас всегда открывался с первого раза. Иногда он примерзает после мойки. Это все-таки конструктивный минус, но если заранее смазывать, все будет очень хорошо. Автомобиль имеет форму купе, и все-таки багажник, как по мне, является не особо большим. Я сейчас полностью снял подпол, для того, чтобы, во-первых, проверить оцинковку. Оцинковка отсутствует, 33 микрона всего лишь. В этой части мы можем увидеть войлочную шумоизоляцию и также отсутствие оцинковки. Запаска докатка интересной фирмы. Напишите, кто знает такую фирму. Дополнительные динамики для задних пассажиров. Большой плюс. И, конечно же, сабвуфер располагается в багажнике, но мы его практически не чувствуем. Поэтому, если вы хотите расширить функционал своего Geely Tugela, очень даже рекомендую поставить прошивку GMCast, и звук в автомобиле будет еще лучше с помощью дополнительных настроек Viper FX. Вы можете увидеть свет в автомобиле, всего лишь два с боков расположенных светодиода. Они очень маленькие, света, к сожалению, не хватает. В Тигуанах и в других немцах все-таки сделано немного получше. Крючки также есть для вашего багажа справа и слева. И вот такая войлочная шумоизоляция, дополнительная виброизоляция. Сварные швы вы можете увидеть, как обработаны в автомобиле. В принципе, неплохо. Проводка в автомобиле вся изолирована. Ну, в принципе, неплохо. Снял дополнительный отсек, нишу. Очень здоровский. Как говорит известный человек, войдет бутылка водки. И здесь мы можем увидеть дополнительный усилитель Bose. Давайте мы оценим на оцинковку внутреннюю часть багажника. Также оцинковка отсутствует. Видим дополнительную шумоизоляцию в багажнике. И в левой части я также снял дополнительную обшивку. И давайте посмотрим отчетливо. Внутренняя часть багажника оцинкована. Это большой плюс, в принципе, для данного автомобиля. И можно увидеть, как обработана и изолирована сама проводка в багажном отделении. В принципе, сделано очень даже добротно. Также хочу показать оцинкованную часть, точнее отсутствие оцинковки внутренности. И вот здесь мы видим как раз, что идет переход из оцинкованной стали в обычную сталь без оцинковки. Внутренняя часть крышки багажника также без оцинковки. Петли оцинковку в багажнике не имеют. И эта часть очень сильно закидывает снегом в зимнюю эксплуатацию, как и любой автомобиль. Поэтому желательно лучше тщательно чистить автомобиль перед его эксплуатацией и почаще все-таки его мыть. Багажник в Тугеле открывается с ноги.
И также он закрывается. Несмотря на грузоподъемность в 300 кг, так же как и в Geely Coolray, я хочу отметить, что вот такой большой плотный подпол в Geely Coolray, в Geely Tugela, и на нем уже в принципе можно возить что-то тяжелое. В Coolray он очень тоненький и проминается. Здесь китайцы молодцы. Здорово, что производитель позаботился о задних пассажиров и добавил подсветку в задние ручки. Выглядит очень эффектно. И хочу отметить, что после мойки либо дождя все-таки будет скапливаться вода на внутренней части порога. Поэтому, друзья, обязательно зоны риска, пороги и все места фиксации декоративных элементов желательно сделать, оклеить дополнительно полиуретановой пленкой. Также, что очень понравилось по сравнению с Тугелой первого поколения до рестовой, что здесь есть уплотнитель, как и в предыдущей версии, но зазоры в автомобиле китайцы стали делать намного ровнее. Зазоры капота идеальные. Крылья также симметричные. Это норма, в принципе, для корпорации Geely. Удивительно, что здесь нету водосгона, в отличие от Geely Coolray. Из плюсов хочу отметить, даже учитывая, что камера находится в очень низком положении, но она практически не пачкается. И радар адаптива расположен в нижней точке. По сравнению с аналогами от Volkswagen Группа, здесь он очень часто покрывается наледью, и за длительные поездки в 200 километров по снегопадам все-таки его придется чистить. Не особо удобно, но камере однозначно плюс за ее обтекаемость и не сильное загрязнение. А теперь, друзья, мы замерим настоящий клиренс у Geely Tugela Restyling. Составляет он на самом деле 20 сантиметров. Очень хороший показатель, но здесь до стандартной войлочной защиты мы замеряем 20 сантиметров. Если вы ставите стальную или алюминиевую защиту, клиренс будет сильно меньше. Я думаю, под 18 сантиметров. Подвеска Geely Tugela. Оцинкованные пороги и дополнительный слой обработки антикоррозийной. Нити обогрева тоже проверяйте при покупке данного автомобиля. Иногда их часто видно, как в данном автомобиле. Но там тут действительно кому как повезет. И интересные моменты Geely Tugela. Допустим, вы катитесь со скоростью 5 км в час, включаете заднюю передачу, она с такой скоростью включится. Если вы будете двигаться чуть-чуть быстрее, 7 км в час, то коробка перейдет в нейтраль. Еще раз. Двигаемся со скоростью 7 км в час. И да, коробка переходит в нейтраль, если вы хотите перевести в реверс. Если на Geely Coolray вы включаете заднюю передачу, реверс, и открываете дверь, то машина встает на паркинг и тормозит. Здесь такой опции почему-то нет. Очень странно. Если мы поедем с более маленькой скоростью, да, то же самое, не закрывается. Автомобиль не переходит в паркинг и не тормозит. Итак, друзья, я вам показал все самые основные моменты по поводу Geely Tugela, на что обратить внимание при покупке и, конечно же, как продлить срок службы своего автомобиля и на что обратить внимание. Я очень надеюсь, что я смог вам помочь своими советами. И, соответственно, друзья, желаю вам хорошей покупки данного автомобиля. И самое главное, чтобы он всегда вас радовал. Также, друзья, будет очень много роликов, посвященных таким детальным качествам сборки китайских автомобилей, для того, чтобы нам, как потребителям, понять все тонкости их владения. Не забывайте подписаться на канал, чтобы быть в курсе событий. С вами был Дмитрий Илюхин. До скорых встреч. Пока.